Всем осени красивой и дня доброго. Я нахожусь в месте под названием Тагепера. И мой рассказ сегодня будет о тех местах, которые, вероятно, мало кто знает и мало посещают. Это будет рассказ не о самом замке и спа, который находится у меня за спиной, а о том, что можно посмотреть в округе и рядом. Видео об спа-центре Вагенкюр, который находится в этом замке, я недавно делал. Можете посмотреть полный обзор этого видео. Но сегодня, повторюсь, я буду рассказывать и показывать о том, что находится в округе в этих местах, что можно посмотреть, если у вас будет свободное время и желание. Итак, вперед! А вначале я расскажу вам пару интересных историй и легенд, связанных с этим местом. Не буду вдаваться в подробности, кто и когда владел этим поместьем, ибо его история начинается еще до Ливонской войны, предположительно около 1550 года. А это как-никак почти полтысячелетия, а точнее 474 года назад. Это великолепное здание в стиле модерн было построено последним владельцем поместья Хуго фон Штриком в 1907 году. А построено оно было потому, что стоявшие ранее на этом месте два деревянных помещичьих дома сгорели дотла. По легенде, они были подожжены духом замка Дорой, которая была замурована в фундаменте помещичьего здания сотни лет назад. Она была умной и по складу мысли опережала свою эпоху, что было не по душе тогдашнему владельцу поместья, и он приказал ее замуровать в фундаменте мызы. В отместку Дора сожгла два деревянных помещичьих дома, стоявших на месте нынешнего замка Тагепера. И если вы остановитесь на ночлег в одном из номеров замка, то ночью вы вполне можете услышать шуршащее платье Доры, парящее в коридоре замка, и бряцание коробки спичек в ее кармане. Ну, конечно же, я шучу, хотя кто его знает. Поскольку многие считают строительство подобного сооружения в те времена весьма странным, есть этому и другие более реальные варианты причин, по которым был построен замок. По одной из версий, замок был построен потому, что помещик получил наследство при условии, что на этом месте будет сооружен именно такой замок. По другой из версий, у него скопилось немало денег в банке, и ему посоветовали потратиться на что-нибудь крупное. Так и был сооружен этот замок. Есть еще одна из версий. Якобы помещик держал пари, что построит что-то невероятное. Так и возник замок. А высокая башня, возвышающаяся в правой части здания, это подарок Хуго Штрика для своей жены Анны Софии. Он очень любил свою жену и хотел, чтобы она могла любоваться восходом и закатом солнца. Ну, а теперь самое время перейти к тому, куда сходить и что посмотреть. И первое, что я вам хочу показать, это место, где вы можете остановиться, отдохнуть и даже искупаться. Выглядит оно вот так. Находится оно прям напротив замка. Здесь есть место для купания, как видите. И впереди сам замок со всеми хозпостройками. И, кстати, если кто-то не знает, вот справа от замка хорошо видно такое белое, более поздней постройки здание. Это не что иное, как новый корпус санатория, который здесь находился довольно долгое время. Здесь был санаторий для туберкулезных больных, или, наверное, точнее легочных, или как, я даже не знаю. А чуть позже я вам покажу, куда можно будет сходить вот в ту часть этой местности. Также здесь находится
как я понимаю, это плотина. И, если я не ошибаюсь, здесь даже была когда-то гидроэлектростанция. По всей вероятности, вот это, наверное, ее здание. Как я говорил, особо достопримечательностей здесь много нету. И первая находится вот совсем рядом с замком, который у меня буквально за спиной. Здесь находится пешеходная тропа Тагепера под эгидой РМК. Это Риги Майнда Мисекескус, Центр управления лесными хозяйствами Эстониями, где можно посмотреть Мусукиви, камень поцелуев, кладбище барона, и также там находится место для палаток и костра, куда мы сейчас пойдем, посмотрим, что это все из себя представляет. Место для костра и палаток Тагепера находится на берегу небольшой реки Ихня. А сама площадка находится на деревенской площади, где испокон веков проводились различные праздники. Но на данный момент она выглядит не лучшим образом. А на краю этой площадки находится захоронение, датированное первой половиной второго тысячелетия. Но кроме невзрачной таблички вы там больше ничего не увидите. Рядом можно встретить вот такой яркий пример того, насколько природа быстро отвоевывает свое, скажем так. Если вы видите, здесь бывшая баскетбольная площадка, которая довольно сильно заросла, и уже даже не только кустами, а и деревьями. Это не что иное, как напоминание о том, что когда-то здесь, в замке, был легочный санаторий. Вот как раз замок, а точнее как раз видно тот самый новый корпус, который был построен для санатория, если не ошибаюсь, в 30-х годах. Вот такой яркий пример. А теперь прогуляемся к так называемому Мусукиви, поцелуев камень. Находится он совсем рядом, я думаю, метрах в 100, ну максимум в 150 от указателя. Если вы слышите, там фоном играет музыка, это кто-то отдыхает на месте для костра Тагепера. Хотя сегодня пятница, довольно рано, глубокая осень, да и погода не очень. Но кому-то захотелось повеселиться. А вот, собственно, и сам камень. Как я и говорил, он буквально находится в сотне метрах. Но нужно немножко подняться на бугорок. Здесь что-то своего рода какие-то, даже не знаю, как обычно так делают в местах жертвоприношения или каких-то святых местах. Ну, я не знаю, в общем, что это означает. А сам камень выглядит вот так. Он довольно сильно зарос мхом. Мусукиви. Камень довольно большой, но лишь только вот в передней его части высечена такая скульптура. Автор этой скульптуры скульптор Ян Плом. И изначально его название было «Последний поцелуй». Но жители санатория, пациенты или как их назвать, дали ему другое название «Поцелуев камень». Он довольно сильно зарос мхом,
И, кстати, если вы слышите громкую музыку эстонскую, это люди отдыхают, как раз-таки здесь рядом место для костра, Тагепера. Так что, чтобы не говорили, что эстонцы, они такие угрюмые, грустные, эстонцы очень-очень умеют веселиться. Так вот, о чем я. Как-то меня музыка немножко сбила с темпа. Ну вот, собственно говоря, вот так и выглядит весь камень. Судя по тропе, иногда сюда приходят, но, как я говорил, он довольно сильно покрыт мхом. Что здесь изображено? Это мужчина, который обнимает женщину и так положил ручку на нее сверху. Довольно интересно и в таком месте увидеть вот такую вещь. Ну, кто ценит такие простые штуки, он меня поймет. Ну, теперь попробуем пройти дальше, посмотреть, что там еще находится. И следующее место, куда, в общем, не каждый захочет идти, это на любителя, это так называемое кладбище барона. Что это такое, я вам сейчас покажу. Оно находится здесь недалеко рядом. Именно так выглядит фамильное кладбище барона или баронов, точнее, но, скорее всего, барона Стрика. Это был последний хозяин мызы Тагепера, который, собственно говоря, построил этот замок, где сейчас находится спа-центр. То, что вы здесь увидите на семейном кладбище, это две могилы Катарина фон Стрик и Бернхард фон Стрик. Если есть здесь другие могилы, я не знаю, трудно понять, поскольку все сильно заросло и кладбище в удручающем состоянии. Ну, достопримечательностью это не назовешь, но тот, кто любит подобные вещи, старину, вполне возможно, что захочет прийти и посмотреть. Ну, а те, кто хочет более длительных прогулок, может пройтись по тропе еще дальше, общая длина которой составляет 5,4 километра. Тропа кольцевая, ее можно пройти разными кругами, длиной 1,6 и 4 километра. Если вы доберетесь до ее самой дальней части, то вы попадете к церкви Тагепера и кладбищу, где находится небольшая часовня семейства первого эстонского помещика Матса Эрделя. Ну, а теперь самое время немножко прокатиться на машине, или кто повыносливее, на велосипеде в сторону природного заповедника Тундре, где я вам покажу два красивых природных места, и оба они находятся на побережье одноименного озера Тундре. Еще одно место, которое бы я посоветовал посетить тем, кто приезжает в водный центр замок Спа Вагенкюль, это вот это замечательное красивое место, где вы можете спокойно организовать пикник недалеко от этого замка. Находится он примерно, это место находится примерно в 6-7 километров от замка. Место довольно уединенное, тихое, спокойное. Здесь есть место, где можно погрелить, где можно посидеть, здесь и здесь. Есть парковка и, конечно же, место для рыбалки и, по всей вероятности, купания. Что немаловажно. Конечно, сейчас не сезон, а вообще замечательно. В общем, кто будет отдыхать в Спа Вагенкюль,
настоятельно рекомендую посетить это красивое природное место. Рядом, на противоположном берегу озера, в полукилометре находится еще одно место для отдыха, пикника и рыбалки. Это Suurе Kivi, большой камень. Место, названное по валуну, который красиво прилег у берега озера. В Эстонии много нетронутых мест природы, и это одно из них. Если вы любите природу и уединение, это то самое место, где вам будет по душе. В зависимости от сезона вас ждет урожай ягод, грибов, купание и, конечно же, рыбалка. И если верить информационному стенду, рыбы здесь немалый выбор, но есть и ограничения. На озере категорически запрещено использовать лодки, оборудованные моторами, в том числе и электрическими. И еще одно замечательное место, которое я вам рекомендую посетить, это Eesti Klaveri Rahvuslik Klaveri Museum. Музей роялей, пианино. Я здесь был раньше, снимал видео, которое вы также можете увидеть у меня на канале. Место стоит того, чтобы его посетили. Находится это сравнительно недалеко, примерно километров 8 от Taagepere. Если будет желание и возможность, очень вам даже рекомендую посетить этот музей. А кроме того, здесь проходят различные фестивали музыки, где выступают различные известные эстонские и не только эстонские артисты и музыканты. Так что, welcome! Вы tere tulemast! И еще один интересный факт – это то, что оба здания Holdre и Taagepera были построены по проекту одного и того же архитектора Otto Wildau. Рядом с Taagepera находится Mulgi Elamuskeskus, образовательно-развлекательный центр, посвященный народности Мульги, но туда я пока не добрался. Вы также можете посетить небольшой город Тырва, где находится один из самых старых действующих кинотеатров Эстонии, и спа-центр, о котором мало кто знает. Обо всем этом я делал обзор, ссылки вы можете найти в описании к видео. Есть еще другие места, которые вы могли бы посетить. Это, например, руины Орденского замка и небольшая пещера Хельме, а также мавзолей, где покоится известный полководец Барклай де Толле. Но все это уже находится немножко подальше. А если вы на машине, то это не составит вам никакого труда. И забыл упомянуть о тропе Теринги-Раба-Маткарада, болотной тропе Теринги, которая находится сравнительно недалеко, в 9 километрах от замка Вагенкюль. В летний период вы можете побаловать там себя ежевикой, черникой и клюквой, и, конечно же, освежиться в замечательном озере Алатси. А вам всем хочу пожелать, как всегда, удачных путешествий и новых открытий.